тоже или так же? Я тоже так думаю или я также так думаю? Нам тоже это интересно или нам также это интересно? Мы тоже влюблены в этот город или мы также влюблены в этот город? Если вы тоже задумываетесь над тем, как же правильно использовать эти слова, смотрите это видео. Здравствуйте! Добро пожаловать всем! С вами Анна и 7 минут русского языка с Новомова. В этом уроке мы поговорим о разнице между союзами «тоже» и «также» и о том, как правильно их использовать. Давайте начнем со слова «тоже». Когда же мы должны использовать союз «тоже»? Первое – это субъект. Нам нужно найти субъект в нашем предложении, а точнее субъекты. Я приведу вам пример. Я очень люблю шоколад. Мой муж тоже любит шоколад. Посмотрите, пожалуйста, у нас есть два субъекта. Первый субъект я, второй субъект мой муж. Это два разных субъекта и один общий объект – шоколад. В этом случае мы используем союз «тоже». Я люблю шоколад, мой муж тоже любит шоколад. Другие примеры. Моя мама просто обожает цветы. Мой папа тоже любит цветы и поэтому часто дарит их маме. Два субъекта. Первый – моя мама, второй – мой папа. И они оба любят цветы. Мы используем союз «тоже». Мой папа тоже любит цветы. Или брат моей подруги не представляет свою жизнь без футбола. Мой брат тоже живет футболом. Брат моей подруги первый субъект, мой брат второй субъект. И они оба любят футбол. Союз «тоже». А сейчас немного другой пример. Мы можем сказать по-русски: в Киеве очень открытые, гостеприимные люди. В Одессе тоже. Обратите внимание, что для того, чтобы не повторять во второй раз открытые, гостеприимные люди во втором предложении, мы просто используем союз «тоже». У нас нет субъекта во втором предложении. В первом предложении субъект «люди», а во втором предложении субъекта нет. Но у нас есть место, два разных места в Киеве и в Одессе. Мы сравниваем два места – Киев и Одессу. Еще примеры. Сегодня во время обеда мы говорили об отпуске и путешествиях. Во время ужина тоже. Или утром шел дождь, вечером тоже. Или эти студенты молодцы, вы тоже. Хорошо. А сейчас давайте поговорим о союзе «также». Что значит «также»? «Также» – это синоним союза «тоже», но не абсолютный. Давайте рассмотрим пример. Я люблю шоколад. Также я люблю конфеты, мороженое, торты и печенье. У нас есть один субъект – я. И что я люблю? И шоколад, и конфеты, и мороженое, и торты, и печенье. Все это относится к одному субъекту – я. Другой пример. Я хорошо знаю русский язык. Также я хорошо знаю французский язык. Один субъект – субъект «я», объекты разные – русский язык и французский язык. Мы можем перефразировать это предложение и сказать: «Я хорошо знаю русский и французский языки». Если у вас есть один субъект и вы не хотите повторять его дважды, в первом предложении и во втором предложении еще раз, тогда скажите «а также». Например, я хорошо знаю русский язык, а также французский. Другие примеры. Мне нравится рок-музыка, а также джаз. Или в эти выходные мы много гуляли, а также занимались спортом. Или вчера мы много говорили о моде. Также мы обсуждали покупки и магазины.
А сейчас, чтобы потренироваться, я предлагаю вам выполнить небольшое упражнение. Вы увидите предложение. Пожалуйста, дополните его одним из союзов «тоже» или «также». Затем проверьте себя, услышав правильный вариант. Повторите его вслух. Выполните это упражнение столько раз, сколько вам нужно, чтобы не сделать ни единой ошибки. Мой друг любит играть в теннис. Я играю в теннис. Правильно, я тоже играю в теннис. Второй пример. В университете она изучала право, экономику, а историю. Правильно, а также историю. Следующий пример. В прошлые выходные мы ездили к морю. Наши друзья были там. Да, наши друзья тоже были там. Молодцы. Дальше. В этом году в Украине была очень теплая зима. В России? Правильно, в России тоже. Давайте еще. Следующий пример. Я очень рада тебя видеть. Спасибо. Я тебя. Конечно, я тебя тоже. Дальше. Моя подруга талантливая девушка. Она играет на пианино, красиво поет, танцует. Правильно, а также танцует. Хорошо, давайте дальше. Я видела, как ты красиво рисуешь. Я научиться так рисовать. Конечно, я тоже хочу научиться так рисовать. Вы молодцы. Идемте дальше. У меня много хороших книг. У моих родителей? Правильно, у моих родителей тоже. Еще пример. Он хорошо водит машину. Я хочу научиться так водить. Да, я тоже хочу научиться так водить. И последний пример. Сейчас я понимаю разницу между союзами «тоже» и «также». Уверена, что вы... Конечно, уверена, что вы тоже. Хорошо, вы молодцы. Я надеюсь, что все ваши ответы были правильными. Если же вы допустили некоторые ошибки, пожалуйста, посмотрите это видео еще раз и выполните упражнение повторно. У меня же на сегодня все. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. Я надеюсь, что урок был полезным и это видео вам понравилось. Если да, дайте нам знать, оставив свои комментарии и подписавшись на наш канал. До встречи!